Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Сегодня хочу сделать небольшой мастер-класс по вот таким симпатичным сережкам-гвоздикам. Так, ну вот смотрите, будем делать вот такую сережку. Нам понадобится ривари 12 миллиметров, вот такой задник для сережки, чашечка. Вот. У меня с петелькой, ну тут не важно, петелька, не петелька, у меня, по-моему, 6 миллиметров вот с петелькой. Бисер 15 размера, бисер 11 размера. Так, и понадобятся биконусы. Понадобятся биконусы 3 миллиметра. В моем случае у меня аж 3 разных цвета. Вот такой синий, золотой и потемнее. Сплести я буду, вот ниточка у меня тоненькая, 12 номер, чтобы проходила хорошо в 15 размер бисера. И у меня Fireline. Берем, набираем одну пятнашку и 3 11. Вот так. Теперь проходим, спускаем их почти до конца, небольшой хвостик оставляем, проходим этот бисер с другой стороны, замыкаем колечко. Вот так. Так у нас получается вот такой крестик. Теперь мы завязываем здесь ниточку. Видите, получился крестик такой. Теперь мы проходим по бисеринкам так, чтобы выйти в бисерину 11, противоположной вот этой пятнашке. Вот так. Я хвостик вот этот просто уберу. Вышли мы из нижней бисеринки, и теперь набираем биконус 2 одиннадцатых и 1 пятнашку. Вот так. Вот. И проходим, смотрите, сверху вниз в следующую 11-ю бисеринку. Вот так. Вот. Вот так. Проходим, подтягиваем. Подтягиваем хорошенько на самом деле. И вот эта нитка, вот смотрите, ниточка, мы ее кладем поверх биконуса, вот так. И проходим в следующую 11-ю бисерину. Вот получается у нас вот так. Теперь набираем опять биконус 2 одиннадцатых и 1 пятнашку. Вот. И проходим в следующую 11-ю бисеринку. Прошли. И опять вот так вот укладываем нитку поверх биконуса. И проходим в следующую бисерину. Получается вот так. Давайте еще одну сделаем вместе. Биконус 2 одиннадцатых и пятнашка. Напоминаю, что биконусы 3 миллиметра. Вот так. Проходим сверху вниз вот так. Ну вот, ниточку укладываем поверх биконуса и проходим в следующую 11-ю. Теперь нам нужно сделать так, чтобы у нас было 10 биконусов набрано. Сейчас вот я наберу 10 и вернусь к вам. Смотрите, получилось у меня вот так. Набрала я 10 биконусов и вот вышла из 11. Смотрите. Сейчас я прохожу в следующую 11. Вот так. Вот. Набираю пятнашку. И прохожу в 11 с другой стороны. Вот здесь. Как бы замыкаю вот это колечко. Теперь набираю 11-ю бисеринку и опять же прохожу в 11-ю с другой стороны, вот здесь. Вот так.
просто чтобы получить вот такой крестик. Вот здесь, смотрите, вот так. Теперь я прохожу в пятнашку внизу, вот здесь, в 11-ю бисеринку и выхожу в биконус. И вот здесь выхожу в 11-ю. Смотрите, вот здесь тянуть не надо сильно, потому что нам нужно здесь ставить биконусы. Вот. Смотрите, теперь у нас же 2 биконуса осталось. Вот вставляю биконус вот сюда. Вот так. И еще один биконус вставляю вот сюда. Таким вот образом. Вот так. Вот. Стали они. И сейчас мне нужно пройти в биконус. Вот здесь. Теперь я хочу сделать арочки вот над этими черными моими биконусами. Сейчас я набираю 1, 2, 3, 4, 5 пятнашечек. Вот. И прохожу в следующий, вернее не в следующий, а через один биконус. Смотрите, вот. Через один. Вот так. Она, смотрите, получается как бы как арка вот из бисера над биконусом посерединке. Вот. Думаю, понятно. Опять набираю 5 пятнашек. Вот они. И прохожу опять же через один биконус. Вот, вот так. Вот. Так. Вот такие вот у нас получаются арочки. Ну все, так идем по кругу. Вот смотрите, я прошлась по кругу. Вот они, получились мои 6 арок. И вышла я в 3-ю бисеринку из первой арки. В общем, среднюю бисеринку, вот, пятнашку я вышла. Сейчас набираю одну пятнашку, один биконус и еще одну пятнашку. Вот так. И прохожу в среднюю бисеринку следующей арки. Ой. Вот так. Получается, мы стягиваем. Это будет вот перед нашим плетением. Вот так. Опять пятнашка, биконус и пятнашка. И прохожу в среднюю. Опять же пятнашечку. Вот. Вот так. Мы просто, получается, как бы стягиваем плетение. Вот видите, получается вот так. Вот так. Вот. Давайте еще одну. Пятнашка, биконус, пятнашка. Вот. И проходим в 3-ю пятнашку следующей арки. Получается, просто закрываем, вот, закрываем круг. Так, смотрите, получается у нас вот так. Сейчас я хочу сюда вставить свой этот риволи. Итак, риволи 12 миллиметров сюда подходит. И сейчас я просто его немножечко ослаблю здесь. Это и вставлю риволь. Все вот так. Вот, вставила я риволи. Смотрите, получается вот так. Вот сейчас мы переднюю часть затягивать не будем. Сейчас мы пройдем по бисеринкам на заднюю часть и сделаем задник. Вот выйдем из 15-й, вот здесь. И сейчас между вот этими пятнашками будем набирать еще пятнашки. Так. Просто вот закрывать промежутки.
Смотрите, я прошлась по кругу, вот доставила пятнашки. Сейчас я просто вот так вот иголкой с ниткой пройдусь еще раз по вот этим пятнашечкам. Просто укреплю вот этот ряд. Вот. Просто вот так вот укреплю его. И вернусь к вам. Смотрите, я прошлась вот здесь сзади, укрепила. Вышла по бисеринкам на лицевую сторону. И сейчас я вот пройдусь по вот этому кругу, укреплю его. И потом, если что-то где-то болтается, пройдусь еще вот просто вот где надо, укреплю. Так, вот я прошлась вот по кругу здесь, но у меня плетение все равно немножко вот такое расхлябанное. Вот если я его немножко буду трогать, то оно ходит ходуном. Поэтому я сейчас пройдусь еще вот здесь, вот сверху. Пройду по бисеринкам, подтяну. В общем, смотрите сами по вашему плетению, там, где оно ходит ходуном, его лучше подтянуть. Потому что так как сережки у меня гвоздики, то есть, ну, представляете, то есть снимать застежку, надевать, снимать, надевать, то есть это усилие, то есть мы все время тянем за вот эту часть. Поэтому хорошо, если она будет очень крепко сидеть на риваре. Так, ну вот смотрите, доделала я оплетку, получилось вот так. Он держится, она теперь крепко, ходуном особенно не ходит. В общем вот так. Теперь смотрите, вот сейчас нужно приделать вот этот вот задник таким вот образом. Для этого я буду использовать смолу, которая сохнет в ультрафиолетовой лампе. Итак, смотрите, у меня есть вот такой вот чудо-держатель из обычной губки. Вот я так вот ставила туда вот эту чашечку. Сейчас наливаю, капаю буквально капельку туда маленькую этой смолы. Так, и кладу ривали. Так, у меня вот эта петелька там, поэтому я сейчас уложу так, чтобы петелька была как бы под плетением. Ну, в принципе, это не так важно. В общем, вот так вот я положила все ривали на смоле. И сейчас просто вот под лампу. Под лампу минут на 10. Вот доделала я сережку, она высохла, смола схватилась, все, серьги готовы. Вот так вот. Плетутся они быстро, ну где-то, наверное, можно за час с небольшим сделать 2 сережечки. Вот так. Ну что, надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным и интересным. Большое спасибо за внимание. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, если вам нравятся мои видео. Комментируйте тоже. Очень всегда рада комментариям. Вот. И, знаете, напишите, носите ли вы длинные серьги или в основном короткие, или предпочитаете гвоздики.